Всем привет! Сегодня вот такой солнечный морозный денек у нас. Солнышко светит, но уже к вечеру ближе. А у меня собрались лоскуточки разноцветные. И я сейчас буду их определять куда-то в изделие. Что я решила сделать, попозже расскажу, покажу. А сейчас я выкрою полосочки. Полоски шириной 3 сантиметра буду кроить. Еще есть у меня холстопрошивное полотно или хозяйственная тряпка, которой мыть пол, и джинсовый кусочек ткани. И вот такие две выкройки. И вы, наверное, догадались, что я буду шить. Да-да, я собираюсь шить прихватки. Я выкроила полосочки 3 сантиметра шириной, длина разная, какая у меня получалась. Цвета подобрала красные, оранжевые, на белом фоне горошек мелкий и бирюзовые полосочки. Буду шить на маминой подольской машинке. Вот такая она. Наматываю я шпульку. Не удалось мне отключить игловодитель, поэтому я вместе с иглой наматываю. Заправляю в челнок, вставляю. Заправляю верхнюю нить, вставляю в иголку и достаю нижнюю нить. А теперь я сколола шаблон с холстопрошивным волокном и выкраиваю вот такое яблоко. Буду я шить прихватки в виде яблока и груши. Вот так получилось. И теперь я буду на эти заготовки накладывать полоски. На груши я буду поперечные полоски пришивать, а на яблоки я буду полоски раскладывать в высоту. Полоски раскладываю, чтобы они не сливались друг с другом. И вот я определенное количество полосок выложила, но их у меня получилось побольше, на несколько штук, потому что когда сшивается с обеих сторон, уходит по 7 миллиметров примерно. И получается у меня полоска не 3 сантиметра, а минус 1,4. Вот. Вот так примерно я разложила. У меня осталось еще много полосочек, так что еще прихватки буду шить. А теперь буду пришивать на основу. Полоски раскладываем так, чтобы у нас остались припуски на швы примерно 1 сантиметр. Пусть будет побольше, потом можно срезать это. И вот так я оставляю припуск снизу, накладываю вторую полоску и прошиваю сверху. А справа лежат у меня полосочки, которые я разложила прежде. И поэтому буду по очереди их складывать и прошивать. Вот так, видите, у меня по сантиметру где-то остались припуски. Прошиваем. Я прошиваю миллиметров на 7. Теперь раскладываю наш шов, кладу сверху лицом к лицу следующую полоску и также прошиваю. Не забываем про припуск. И начинаем шить тоже от припуска. По желанию вы можете каждую полосочку пришитую проглаживать. Но я не стала гладить. Мне надо было идти в другую комнату. Я поленилась бегать туда-сюда. И сюда утюг не захотела приносить в кухню. Вот столько полосочек у меня получилось. Посмотрите, намного больше стало, чем я раскладывала на заготовку. А теперь обрезаем все лишнее. И вот такая груша у нас получилась. Пока это заготовка, все равно надо будет потом в последующем обрезать. Вот это лоскутики остались на пиццу, а уж мелочевку это на выброс.
А вот и яблочко прошилось. Накладываем шаблон, проверяем, все нормально. А теперь нам надо выкроить заднюю часть. Складываем детали лицом к лицу и прошиваем по контуру хостопрошивного полотна. А прежде чем прошивать, надо нам сделать отверстие вот в этом месте, где у нас будет плодоножка. В этом месте мы разрежем и будем через это отверстие выворачивать потом заготовку нашу. Вот так я прошила, так получилось. Теперь лишнее срезаем, на скруглениях делаем надсечки. В месте, где будет плодоножка наша, тоже делаем надсечки, чтобы хорошенько вывернулось изделие наше. Вот такие симпатичные заготовки у меня получились. А здесь у меня помощники. И не хватает нам листочка и стебелечка. Не стебелечка, а плодоножки. Я выкроила полосочки примерно 4 миллиметра шириной. В готовом виде получились у меня 2 полосочки. И листики вырезала. На этой машинке зигзага нет, поэтому я буду прошивать просто прямой строчкой. Длина петельки плодоножки произвольная, какая вам удобнее. И вот такие симпатичные прихватки у меня получились. Хозяюшка, моя мама, довольная. Мне очень нравится, ей тоже понравились. Фотографии всем разослали, детям, внукам. Все хвалят и бабушку, и мои прихватки. Друзья, пишите свои комментарии. Понравилась вам идея с полосками или нет. Посмотрите на мою маму, красавицу. Ей 86 лет. Она дружит с интернетом, очень много читает, много фотографирует и снимает своих питомцев, присылает нам на WhatsApp. Есть люди, которые на 30 лет моложе, они не разбираются ни в компьютере, ни в телефонах. А мама гуляет по интернету, играет в судоку, в паука, косынку и так далее. Друзья, жду ваши комментарии, ваши лайки. Кто не подписался, подписывайтесь. Впереди много интересного. На сегодня это все. Всего доброго, всем крепкого здоровья, счастья. До встречи.